Когда герой этой истории по имени Леон нашел на улице брошенного котенка, он удивился тому, насколько необычно тот выглядит. Мужчина подумал, что это наверняка какая-то экзотическая порода, но позднее удивление и недоумение стало еще больше. Ветеринар, которому Леон решил показать котенка, просто изумился, увидев животное, а затем немедленно принялся куда-то звонить. Но обо всем по порядку. Все началось с того, что Леон просто отправился на прогулку в парк со своей собакой по кличке Сэм. Вдруг пес остановился и начал к чему-то принюхиваться. Затем он принялся бегать вокруг одного из деревьев. Леон поспешил за своим питомцем и внезапно заметил, что в траве под его ногами что-то шевелится. Мужчина пригляделся и увидел крошечного серого котенка. Он был абсолютно беспомощным и дрожал от холода. А еще животное выглядело как-то очень уж необычно. У него были большие глаза и просто огромные уши. Леон подумал, что это должно быть какая-то редкая порода. Он никогда раньше не видел таких котят. Мужчина не смог пройти мимо и решил приютить крохотное животное у себя дома. Котенок наверняка потерялся, и без помощи ему было бы не выжить. Какая удача, что они с Сэмом оказались в парке именно в это время. Леон аккуратно положил малыша в карман куртки и поспешил домой. Котенок время от времени лишь тихонько пищал. Дома Леон положил малыша в коробку на мягкое теплое одеяло. Дома у этого малыша теперь есть, но чем же его кормить? Немного поразмыслив, мужчина подогрел молоко, налил его в бутылочку и напоил им животное. Котенок выпил почти все, и Леон вздохнул с облегчением. До этого мужчина очень боялся, что малыш откажется от еды и не выживет. Наш герой не очень хорошо разбирался в животных и опасался сделать что-то не так. Из питомцев у Леона всегда были только собаки. Он совершенно не знал, как ухаживать за кошками. Но этот малыш настолько понравился Леону, что он был совсем не против учиться новому. После обеда котенок уснул, а когда проснулся, Леон решил получше его разглядеть. Мужчина поднес малыша поближе к свету и просто изумился. Глаза животного сияли ярко-красным светом. Но что, если котенок чем-то болен? И именно по этой причине люди решили оставить его на улице? Нужно было срочно ехать к ветеринару. Вся эта самодеятельность могла закончиться плохо. Мужчина решил, что даже если котенок чем-то болен, он все равно постарается оставить его у себя, сделав все возможное для его выздоровления. Он никогда не поступит так, как, возможно, поступили бывшие хозяева этого малыша. Они просто оставили его на улице на произвол судьбы. И в этот же день Леон отправился в ближайшую ветеринарную клинику. Когда уже в кабинете ветеринара Леон открыл коробку, в которой находился котенок, специалист даже открыл рот от изумления. Нашему герою показалось, что он никогда прежде не видел, чтобы человек был так удивлен. Ветеринар вытащил животное из коробки и принялся его рассматривать. Затем он собрался куда-то звонить, но передумал, решил сначала подробно расспросить Леона, где он нашел это существо. Как выяснилось, это был вовсе не котенок, а детеныш галага, миниатюрного африканского примата, которого, по-видимому, привезли в страну браконьеры. И, похоже, этому малышу удалось от них сбежать. И не только сбежать, но и выжить — это было просто какое-то чудо. Леон очень удивился всему, что услышал. Он сразу же спросил ветеринара, можно ли оставить этого необычного малыша у себя дома. Тот настоятельно порекомендовал ему не делать этого, так как крошечному галага требовался особый уход и специальная диета. А еще даже самые незначительные болезни Сэма могли представлять для примата смертельную опасность. Все-таки это был далеко не котенок, и заботиться о нем, как об обычном домашнем питомце, не представлялось возможным. Леон, внимательно выслушав ветеринара, согласился с тем, что детеныша галага необходимо передать в службу контроля
контроля за дикими животными. Мужчина понадеялся, что малышу понравится в новом доме и что со временем его удастся вернуть в естественную среду обитания. Подумать только, как много трудностей и испытаний пришлось пережить этому крошечному созданию. Нашему герою очень хотелось, чтобы маленькому Галаго больше никогда в жизни не пришлось сталкиваться с такими сложностями. Мужчина искренне надеялся на это. Да, Леон не смог оставить у себя детеныша Галаго, но самым главным было то, что он вообще обнаружил его благодаря своему псу Сэму, что он забрал примата домой и не позволил ему погибнуть. Леон подумал, что этот день такой же необычный, как и это маленькое существо из далекой Африки, и не забудет никогда. А еще наш герой решил, что в дальнейшем он обязательно будет интересоваться тем, как идут дела у этого серого котенка с огромными ушами и удивительными сияющими глазами.